Коллеги, всех приветствую. Смотрим на альткоины, опять на геополитическую ситуацию. Видео называется «Краш-тест альткоинов». Оно не зря так называется, потому что выживут ли альткоины и какие выживут альткоины, если на Ближнем Востоке разгорится полномасштабная война. Что будет в этом случае с биткоином, да это вообще со всем криптовалютным рынком? Что может быть сейчас при благоприятном сценарии, если этого не будет? Все расписал в нашем ТГ только что. Такой масштабный пост в ТГ, можете почитать его. Перед нами капитализация альткоинов Total 3, о ней мы говорили на прошлом видеовыпуске, говорили, что график пришел к своей зоне поддержки. Мы рассчитываем, что будет вот такой же отскок. Как и раньше, график приходил к зоне поддержки, которая раньше еще была зоной сопротивления. То есть это историческая зона, а значит она хорошо себя отрабатывает, когда график к ней приходит. Соответственно, конечно же, мы рассчитываем увидеть такой же отскок, ну, может быть, вплоть до вот этих хаев. Этот сценарий возможен в том случае, если на геополитическом мировом фоне будет все тихо и спокойно. Тогда мы можем увидеть по техническому анализу отскок вверх. Этот отскок будет ознаменовывать что? Восстановление альткоинов, которые просели сейчас по-разному. Там разные альткоины по-разному просели. Какие-то на 50% от своих хаев ноября-декабря 2024 года. Какие-то просели больше, какие-то там даже на 90% просели. Ну, у людей разные просадки по портфелям сейчас. У кого-то ноль, у кого-то даже плюс есть. Так вот, это благоприятный сценарий. Есть и неблагоприятный сценарий, что эта зона не удерживает, а будет пробита вниз. Но вы сами понимаете, что в этом случае будет, если зона будет пробита вниз. Сейчас идут переговоры. Сегодня, вот 28 число, должны состояться переговоры США с Ираном. Ну, США плюс Израиль против Ирана, так скажем, да. И все зависит сейчас, очень сильно все зависит от того, как закончатся эти переговоры. Если позитив, если никакой войны нету, договорились там, то, ну, естественно, все спокойно, да. Мы можем рассчитывать на сценарий отскока, на восстановление альткоинов. Как минимум на восстановление, а какие-то там альткоины будут стрелять. А если все рушится, переговоры рухнули, началась полномасштабная война на Ближнем Востоке, во-первых, это будет, перетечет все в мировую войну, во-вторых, на техническом анализе мы увидим пробой вниз. И, соответственно, представьте, что будет с альткоинами в этом случае. Мы говорили ранее о том, что не все альткоины выживут. Есть альткоины, которые выживут, есть альткоины, которые прям заточены под то, чтобы выжить. Вот при таком сценарии это будет большая чистка рынка криптовалютного. Вы знаете, что на криптовалютном рынке 95% шлак. Вот эти практически все мемкоины это шлак. Вся толпа их набирала, потому что они там выстреливали, их пампили в свое время. Но при таком сценарии этого всего не будет, они умрут. Все умрет, 95% рынка может умереть за ненадобностью, соскамиться. Но есть 5% таких альткоинов, которые не соскамятся. Вот посмотрите ваши портфели, что у вас там есть. У вас там, наверное, просадка, во-первых, есть. А у кого нету портфеля и тот, кто готовится собирать портфель, он сейчас находится, конечно, в хорошей ситуации, потому что если он будет знать, что собирать, он благополучно соберет, получит шикарную прибыль. Почему? Потому что сначала будет чистка рынка, затем будет вливание денег в экономику на фоне глобальной вот этой войны. А что реагирует первым на вливание денег в экономику? Вспомните там ковидодамп, ковид там вспомните, когда вливали очень много денег в экономику. А тогда у нас случился булран альткоинов. Альткоины выстреливали на тысячи, на десятки тысяч процентов. При начале большой войны, при ее ходе начнется также печатание большого количества денег и вброса в экономику. Так же, как это было в COVID, может быть больше, но это будет серьезно. И первыми в этом случае отреагируют, конечно же, альткоины. И те альткоины, те 5% альткоинов, которые
и заточены были под то, чтобы не соскамиться, а наоборот развиваться, потому что они под новые технологии затачивались самим правительством США. Начнется на них булран, и они будут приносить огромную прибыль. Поэтому что сейчас нужно сделать? Первое, что сделать, это заглянуть в свои портфели. Что у вас там лежит? Посмотрите на ваши альткоины. Если у вас в портфеле технологические альткоины. Вот я сегодня вам бонусом даю один высокотехнологический альткоин, который при таком сценарии не соскамится, а его будет толкать вверх правительство США и компания BlackRock. Почему? Потому что к нему будет подвязана вся новая технология 2026 года, которую сейчас США внедряет по всему миру. Это токенизация активов. То есть ряд таких альткоинов, которые находятся, так скажем, под эгидой США, под эгидой крупных инвестиционных компаний, ну типа BlackRock, да. И вот один из них, и он самый флагманский из них, вы получите в бонусе. Пожалуйста, забирайте. Бонус находится вот там в описании под видео. Там чат-бот наш, который выдает бонус, он вам выдаст этот бонус. Плюс он вам покажет там цели на рост. 2,5-3 тысячи% цель на рост у этого альткоина. Добавите его в портфель, ну как минимум будете чувствовать себя спокойно при вот такой вот ситуации. Если у вас, допустим, даже скамится там половина портфеля, а у вас есть какие-то хорошие альткоины, потом вы на них вылезете в любом случае вверх. И еще один момент, у нас примерно в середине марта состоится большое онлайн мероприятие по выводу портфелей из просадок. Вот сейчас у нас в ТГ идет прям ряд постов и подкастов, которые помогают вам вывести ваши портфели из просадок. Поэтому я вас приглашаю, присоединяйтесь в ТГ. Здесь вот этот ряд постов сейчас идет у нас, ну, специально заточенных под то, чтобы вы понимали, как это сделать, как вывести портфели. И чтобы люди, которые не собрали портфели, понимали, как их собрать. И мы это все завершим, ознаменуем большим мероприятием, которое у нас состоится в середине марта. Онлайн-мероприятие, где мы будем прямо вот сидеть, смотреть рынок, принимать решения для того, чтобы вывести портфели ваши из просадок. Так что, друзья, посмотрим, выдержат ли краш-тест альткоины, какие выдержат. Ну, мы знаем, какие выдержат, какие не выдержат. Так что оставайтесь с нами, мы будем следить за ситуацией и, соответственно, держать вас в курсе, что будет. Всем пока.